Всем привет! В этом видео хочу кратко показать, как я буду дорабатывать мой самодельный резьбонарезной патрон, недоделанный в предыдущем видео, поводом чему послужило сгорание частотника. Временно решил проблему с помощью вот такого китайского чуда на 750 Вт, и на удивление работает он очень даже неплохо. Выставил на нем довольно щадящие режимы разгона и остановки, на всякий случай. Подключил в моем случае к двум станкам, это ТВшка и НГФ. На обоих мощность двигателя 750 Вт. Для тех, кто не в курсе, в описании обязательно прикреплю ссылку на предыдущее видео, в рамках которого было изготовлено вот такое чудо техники. Никаких ноу-хау, обычный простецкий резьбонарезной патрон в заднюю бабку. Ну а в тисках можно наблюдать выставленный для сверления переходник под лерку большего размера. Выставил путем касания края искателем и зацентровался обычным центровочным сверлом. А все ради того, чтобы просверлить отверстие и нарезать резьбы под фиксирующие лерку винты. Фиксирующие засверливания в лерке сделаны под углом 90 градусов, их 4 штуки. И в идеале, конечно, зажать что эту штуку, что вот эту штуку в делительную головку. Ну и сделать все сверления путем ее проворачивания. Но делать мне это особо не хочется, поэтому хочу поэкспериментировать и пойти чуть другим путем. По крайней мере, противоположное отверстие можно попробовать просверлить за одно сверление. Нанес центровку, если просверлю насквозь, если мне повезет, не отогнет сверло и не подведет станок, то получу сразу же два противоположных отверстия, которых в принципе уже даже достаточно для фиксации. Но если даже не повезет, то здесь переходник, деталь не самая сложная в изготовлении, и основная часть патрона при моих экспериментах не пострадает. Ну и также можно заодно сделать такие же засверливания на обниженной части переходника. Правда, за одну установку это уже сделать не удастся. Это все не точно, неправильно, косо, криво и так далее и тому подобное. Ну, в общем, не повторяйте. Но я придумал вот такой способ. Перевернул деталь, выставил ее относительно сверла и сделаю второе засверливание. Точно так же через 180 градусов. Способ, когда не нужна особая точность. Как по мне, получилось очень даже просто и быстро. Но только винтики впоследствии нужно будет заменить на более короткие. Точно таким способом выполню сверление и на основной части патрона. Все та же схема для ленивых. Поиск угла в 90 градусов.
Очень рискованный способ нарезания резьбы. В случае поломки метчика проблем не оберешься. А сломать его в условиях плохой видимости намного проще. Использовал для нарезки вот такую пасту. Практически, наверное, самая дешевая, которую нашел в одном из онлайн-магазинов. И на удивление, даже она работает куда лучше обычного масла. Ну или той же самой олеинки. По крайней мере, при использовании метчиков и лерок. Но зато теперь точно уверен, что даже если эти отверстия кривые, то они кривые симметрично. Резьба М10, ну, чтобы можно было более-менее нормальные ручки сюда закрепить. Вот типа таких. По-моему, с установочными винтиками куда эстетичнее и безопаснее. Но гораздо менее удобно, так как для затяжки в любом случае придется использовать маленький шестигранник. Так что как будет лучше, не знаю, буду пробовать. Но однозначно в таком виде куда меньше вариантов зацепиться. Не знаю, насколько хватит роликов, но пока катают они вот так. В данном случае было плохо видно, и я даже перекатал. Как-то были разговоры по поводу вот этой крутилки в видео о самой приспособе, что крутилку неплохо было бы заменить гайкой. Так вот, нет смысла ее крутить, когда ролики прижаты к детали. Она легко крутится, когда приспособа выведена из детали. Логика тут довольно проста. Выводим приспособу с детали, подкручиваем насколько надо и возвращаем обратно к центру. Все. Усиленно накручивать эту гайку незачем. Конечно, это не значит, что была бы здесь гайка, было бы плохо. Нет. Просто на практике оказалось, что это не нужно. Очень не люблю, когда вершинки у накатки имеют острую форму. Это как минимум опасно. Она начинает цепляться за все подряд. Поэтому подровнял. Когда начинаешь что-то делать, в процессе обязательно понадобится именно та самая вещь, которую ты делаешь. Так вот, в данной ситуации имеем случай, наверное, один из тысячи, когда мы делаем приспособу для нарезания резьбы, а основная ее часть уже готова, и мы можем воспользоваться той же самой вещью.
вот и первый блин, как полагается, комом. Закосячил начало резьбы, потому как неуверенно завел лерку. Ну и мои опасения подтвердились. В данном случае конус Морзе 3 конкретно на этом станке ни черта не держит. Но я тут же схватился рукой вот за эту накатку и умудрился придержать даже резьбу М10. То есть, в принципе, штука эта вполне рабочая. Я и не рассчитывал на сам конус, хотя бы потому, что состояние конуса внутри пиноли сейчас оставляет желать лучшего. А развертки, как оказалось, у меня нет. Всегда думал, что она есть, когда понадобилось, ее не оказалось. Поэтому ожидаю прихода развертки и в связи с этим не стал идеально подгонять все мои имеющиеся конуса, потому что смысла в этом пока нет. Но основная идея работает. Эту приспособу на маленьких резьбах можно легко держать рукой, либо, собственно, мы сейчас изготавливаем ручки для ее же удержания. Конус Морзе в данном случае будет играть лишь роль направляющей. Примерно так эта штука работает. Сразу сходу обнаружил некие недостатки. Довольно часто придется будет снимать вот эту штуку и прочищать от стружки, которая попадает сквозь лерку внутрь. Защититься от этого можно, наверное, только сделав эту штуку наоборот. То есть, чтобы внешняя часть стала внутренней, а та, которая сейчас является направляющей, осталась снаружи. Но при этом потеряется часть функционала. То есть в данном случае на особо большие партии я не рассчитываю, поэтому мне будет удобнее так. Просто периодически очищать стружку. Основной момент: делать ручки такой длины, чтобы они, естественно, проходили над станиной и над суппортом. И желательно еще и с запасом, чтобы нельзя было тут где-то подсунуть руку случайно и так далее. Ну и большим плюсом является то, что ее можно провести над суппортом и увести в заднюю часть, как я показал ранее. Ручки в данном случае с размахом где-то 240 мм. В принципе, для удобства можно было бы, наверное, даже покороче. Но тогда будет не так удобно нарезать крупные резьбы. Естественно, они быстросъемные. Накатка получилась отличная. Не цепляется, но при этом и не скользит, когда нужно. В данном случае использовал способ нарезания с ручками. Также есть винт
который можно сюда установить. Ну и также можно держаться вот за эту накатку. Вот все 3 способа, которые можно задействовать в данной приспособе. Понятно, что здесь еще много мелкой работы с переходниками, хотя основные переходники я уже сделал. На больший диаметр лерок, на метчики и на меньший диаметр лерок, которых еще куча. И как вот я даже пока не представляю делать переходники на вот такие лерки. Ну, по ходу разберемся. Сама приспособа готова, все везде доделано. Ручки изготовлены, накатаны. Винт. Кто-то мне говорил, что лучше бы сюда установить втулку или подшипник. Оно, в принципе, лучше. Но мне кажется, для моих непартийных работ этого за глаза. Ну а если изготавливать партии и постоянно, конечно, лучше заморочиться с подшипником. Ну или хотя бы винт побольше установить. У меня здесь резьба М6 всего лишь. Ну и конечно же огромное спасибо всем тем, кто в предыдущем видео активно отписывался по режимам резания и косякам с отрезанием. Очень много полезной информации. Если у кого тоже есть проблемы в этом направлении, можете почитать комментарии. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.